Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, и в этом видео я расскажу про армянский парфюмерный дом, называется Vaskanian Parfums. Расскажу про два аромата, которые мы купили с Сергеем, когда были в Ереване, свои ассоциации, вкратце расскажу про магазин Космотека, который находится в Ереване. Начну с истории. Vaskanian Parfums был основан в 2018 году Цаваком Vaskaniaном. Я так понимаю, он назвал свой парфюмерный дом в честь своей фамилии. Я читал на их сайте то, что их ароматы посвящены философии Ницше, что бы это бы значило. И мне чем зацепило то, что он делает свои ароматы из натуральных масел. Эти натуральные масла, они, я так понимаю, изготавливаются в Ереване из местных трав, которые произрастают на территории Армении. То есть это уникальные такие ароматы с местными травами. Да? Я расскажу сначала про аромат, который мне больше всего понравился в этой линейке, и расскажу про второй аромат, который понравился Сергею. Первый аромат называется Sair Vert. Вот так выглядит эта коробка. На ней внизу написано Vaskanian Parfums. Здесь такая белая, ободочная бумага, название. Здесь этикетка, получается, как лицензия. Концентрация Eau de Parfum 50 мл. Написано, что произведено в Армении, на территории Армении, и состав, что входит в данный аромат. Расскажу немного предысторию. Почему же мне так зацепил этот аромат? У меня есть такой отливант от компании Eldo, Like This называется. И он у меня ассоциируется с ароматом тыквы, ароматом осени, Хэллоуина. И здесь такой запах, тыква больше уже готовая, такая, знаете, немножко тушеная, с имбирем, с пряностями и с букетом каких-то таких цветов различных. Он, конечно же, унисексовый. Я его ношу во времена, когда уже осенью начинает холодать. На Хэллоуин наношу его, потому что это такой аромат тыквы. Но я думал, что я не встречу больше никогда в жизни ароматы, похожие с тыквой. И я его встретил именно в Ереване. И называется этот аромат Sair Vert. С французского переводится как «зеленый вечер». Давайте откроем вместе с вами эту коробочку. Здесь такая черная ленточка. Мы за нее тянем и открываем эту коробку. Здесь такой флакон. Немного хотел бы рассказать то, что флакон похож на флакончики от Serge Lutens марки. Такой гробик. Здесь концентрация Eau de Parfum, название и Vaskanian Parfums. Хороший пульвик. Я уже ношу этот аромат примерно 2 недели. Хорошо так разбрызгивает. И этот аромат... Почему я начал с тыквы? Это пахнет мне очень сильно тыквой. И тыква такая, знаете, которая свежая. То есть вы только что разрезали эту тыкву, пахнет этими семечками тыквенными, сами волокнами тыквы, которые там тянутся с этими семечками, когда вы очищаете ее. Так как здесь есть нота дыни в этом аромате, но нету ноты тыквы. Здесь так классно это сделано, то что здесь также присутствуют зеленые ноты. Это довольно очень стойкий аромат на мне, он держится 6 часов, он довольно диффузный, есть небольшой шлейф. И вообще этот аромат, который мне хочется постоянно вдыхать. Я теперь нашел идеальный аромат с нотой тыквы. Пожалуйста, напишите в комментарии, какие у вас есть ароматы с нотой тыквы. Мне будет интересно почитать, так как я только знал Like This Eldo, который для меня был тыквенный, но я нашел намного круче. И я просто в восторге от него.
Со временем он раскрывается более как-то конопляно даже. Я люблю ароматы с нотой каннабиса. Вот. И мне нравится вообще линейка у этого бренда. У него есть две линейки. Одна более дорогая. Там уже концентрация идет экстракт де парфам. И флакончик по 30 мл. И флаконы там просто супер, какие-то космические, какие-то, знаете, космические обломки. Но в магазине Космотека не было этих ароматов, были только вот эти. Там был еще аромат с нотой ириса, меня он тоже заинтересовал, но я надеюсь, что я еще попаду раз в Ереван, потому что мне город очень понравился, и я бы купил бы тот бы аромат с нотой ириса. Вот. И я вообще желаю Цаваку Васканяну, чтобы он развивал свой этот бренд, он классный. Я не хочу, чтобы он продавался только в Ереване. Хотелось бы знакомиться с его новыми, я так надеюсь, он будет создавать новые ароматы, чтобы они были за пределами Еревана и Армении. Вот. Следующий аромат, который понравился очень сильно Сергею. И этот аромат называется Péché Chaud. Я не знаю, это название на французском, как это переводится, я тоже гуглил, переводил. Он перевелся как «рыбалка на Кипре». Вот. Наверное, все-таки это, персик. Потому что этот аромат больше такой очень персиковый. И он такой веселый для меня. Дает какую-то такую веселость. Здесь уже такой же флакончик, но вода, туалет, сама вода, сам парфюм уже такого больше желтого такого цвета. Вот. И чем же мне он пахнет? Сейчас тоже брызну. О, да, это пахнет персиком. Вот этой, знаете, вот бархатистой вот этой кожицей от персика. Вначале есть такая немножко небольшая горчинка, но она такая очень маленькая горчинка, именно косточки персика, именно мякоти персика. Я вот сейчас говорю, мне прям захотелось съесть этот персик. И вот этот аромат, он передает полностью натуральное звучание персика. Вот прям полностью. Я знаю аромат персиковый у Тома Форда, Better Peach. И это вот ни в какое сравнение с этим. Там более какая-то химота больше. Не знаю, мне тот вообще не заинтересовал аромат Better Peach никак. И вообще я думаю, что нота персика вообще в ароматах мне не очень приветствую. Я не очень люблю ее. Единственный у меня есть аромат мой любимый от компании Byredo. Называется «Библиотека». Я целое видео посвятил этому аромату. Ссылка этого видео будет под видео этого видео в описании. Вот. И здесь есть нота персика, но она не такая сильная, как вот именно в этом аромате. Здесь все-таки больше слива, больше кожи, больше вот такой сладости, ванили. Вот. Нет, такого нет. Кстати, хочу сказать то, что этот аромат мне подарил Сергей на Новый год 2 года назад. Это мой любимый аромат у Byredo. И когда он мне дарил, он был такого светлого цвета, желтый цвет, такого желтого. Наверное, был примерно вот как Суэрверт. И он со временем за 2 года потемнел. Стал вот такого, кстати, персикового такого цвета какого-то. Вот, ну, это видео не о библиотеке Byredовской, а все-таки марки Васканян Parfums. И очень классно звучит. Не знаю, персик. О, да, он такой манкий. Его хочется вдыхать. Я очень рад, что Сергей купил этот аромат, так как я тоже у него буду иногда брать, пользоваться. В итоге мне этот дом очень понравился. Космотека, которая находится в Ереване, принадлежит армянину, он бизнесмен. Он открыл также космотеку и в России, в Москве, в Санкт-Петербурге. И самые дешевые цены, как нам сказали продавцы, которые там работают, менеджеры магазина космотеки,
то, что в Ереване самые дешевые цены вообще на всю продукцию. Вот. И только в Ереване, к сожалению, представлена эта марка. Пожалуйста. Я бы хотел, чтобы вы развивали эту марку. Я бы хотел купить, приобрести ирисовый аромат. К сожалению, я его не купил. Немного об этом даже жалею, но надеюсь, попаду в Ереван. Потому что мне город очень понравился. Я хотел бы уже посмотреть не только сам город Ереван, но и окрестности самой Армении. Так как я знаю, там куча достопримечательностей и наикрасивейших мест. Вот. Напишите, пожалуйста, в комментарии, знакомы ли вы с этим брендом, есть ли у вас ароматы, какие у вас ассоциации с этим брендом и ароматами. Поставьте пальцы вверх этому видео, если вам понравилось, было интересно. Подпишитесь на наш канал, иначе без подписки вы можете пропустить в дальнейшем наши новые видео. Вот. С вами был Слава, вам отличного дня, хорошего настроения. Всем goodbye.